Всем привет! Сегодня в связи с лимитом времени идем в небольшую прогулку на Константинову гору. Зимой я уже на нее ходил отсюда, на снегоступах. И сегодня просто на своих двоих. Речка Бутаковка, довольно-таки полноводная. Начало маршрута в метрах 200-300 ниже конечной автобуса 29Р и экопоста. По хорошей тропе, пройдя примерно 1,5 километра, поднялись на гору высотой 1700 метров над уровнем моря. Эта промежуточная точка расположена практически в середине пути. Затем продолжили траверсировать гребень. Пологих участков здесь практически нет. Все время идет некрутой, равномерный подъем. Через 3 с небольшим километра поднялись на Константинову гору высотой 2049 метров над уровнем моря. Спуститься с нее можно разными путями. Самый интересный – это через гору Шибынсай и ущелье Шибынсай с выходом к остановке 29-го Р-автобуса. Мы же спустились по пути подъема. Сейчас надо забраться на этот холм крутой. Зимой я, наверное, целый час поднимался. Сегодня, я думаю, это будет полегче. Снега нету, естественно. Есть тропа. Проверю, правильно ли я поднимался тогда по целине или нет. Да, ну зимой я, конечно, не шел по этой тропе, так как здесь было засыпано вообще ой-ой-ой, как снегом. Поэтому я раньше там свернул направо. То есть шел, где можно было идти. А так вот идет здесь очень хорошая тропа. Набитая. Именно по ней и ходите. Чего себе нора тут? Это что за зверь там живет? Барсук, что ли? Ого. Смотрите, какая большая. Глубокая. Вот она. С чем сравнить? Вот палку положу. Палка лежит. Вот нора. Ого. Поднялись на гребень холма по очень крутому подъему. Зимой я здесь не меньше часа поднимался, а сейчас минут 15-20 мы наверху. Отличная тропа идет. Показан зимний подъем и то, как сейчас поднимались. Практически совпадает. Вначале только я не совсем так шел. Есть отличия. А потом все совпадает. То есть я шел по целине, но шел правильно. Отличная здесь тропа, натоптанная. Намного интереснее пойти сюда, чем на какой-нибудь по тропе, как ее называют, Здоровье Нобель, на Серкибай. А здесь никого, как птички поют. Уже неплохо поднялись. Внизу Бутаковское ущелье. Виден поселок Бутаковка, город вдали. Открылся вид на следующую промежуточную точку, на гору 1700 метров. Тут будет довольно-таки крутой подъем. Даже небольшой кусочек по еловому лесу. В лоб не полезли на гору, увидели тропу влево. Зимой я прям в лоб лез там, тот участок.
Думаем, это удобнее окажется. Хорошо в тенечке. На солнце уже даже с утра жарко. Сделали небольшую петлю, но зато так удобно. Вот эта петля. А зимой я вот так шел напрямую. В лоб шел. А сейчас сделали петлю. Так удобнее. Зимой я отсюда поднялся в лоб, в это место. А сегодня мы сделали петлю, как я уже сказал. И поднялись по этой тропе. Очень удобно. Коровок встретили. В основном это они и натаптывают тут тропу. Они и лошадки. Сейчас пойдем в обход горы. Сделаем тоже петлю и выйдем на нее. В лоб не полезем. Это наш дальнейший путь на Константинову гору. Самой горы еще не видно отсюда. Поднялись на гору 1700. Прошли 1,5 километра. Набрали около 300 метров высоты. Осталось примерно столько же. Немного спустились с высоты 1700. И снова идем вверх, в сторону Константиновой горы. Уже зацвел шиповник. Первый раз вижу в этом году. Позади осталась гора 1700, внизу Бутаковское ущелье, напротив нас хребет Каракунгей, гора Каракунгей. Дальше уже там Малоалматинское ущелье и его вершины. Этот маршрут больше подходит для весны и осени. Летом здесь будет очень жарко. Маленькая высота и в основном склон с южной проекцией. Обязательно, если пойдете сюда, запаситесь водой, так как будете идти всю дорогу по гребню, воды здесь нету, источников воды нет. Да и летом здесь сильно зарастает, наверное. Поднимаемся по открытому голому склону. Летом здесь, конечно, очень жарко. Сейчас нормально, но даже пораньше сюда надо ходить. В апреле, в начале мая. Ну и осенью, конечно. Хорошо. Клеща пока ни одного с себя не сняли. Вроде бы их погода, их период, но пока нету. Ну, меры предосторожности надо предпринимать всегда. Заправлять брюки в носки. Одевать одежду глухую с длинным рукавом, с манжетами, застегивающимися или хорошо облегающими. Осматриваться каждые минут, наверное, 10-15. Все-таки они медленно ползают. Проверять за ушами, шею. Как-то так. Погода постепенно начинает меняться. В худшую сторону, естественно. Как и было обещано прогнозом. Сегодня после обеда гроза. Посмотрим, будет ли.
И наконец-то впервые открылся вид на макушку Константиновой горы. Зимой я здесь, конечно, шел по сугробам. Здесь очень был глубокий снег. Константинова гора. Уже совсем недалеко. Слева видно ущелье Шибенсай. Оттуда тоже можно подняться на Константинову гору. Сначала на Шибенсай, а потом на Константинову. До вершины Константиновой горы остались считанные метры. Там, где растут эти осины, там и вершина. Все, поднялись на гору. Неспешно, любуясь буйным весенним цветением, снимая фото-видео, за 2,5 часа, пройдя чуть больше 3 километров, поднялись на Константинову гору. Панорама с Константиновой горы. Рядом гора Шибенсай. Внизу Табаган и ущелье Кутырбулак. Видно часть пути нашего подъема. Зимой там на том участке был очень-очень глубокий снег. Зимой я за 4 часа поднялся, даже с лишним. А сейчас, не спеша гуляя, за 2,5 мы поднялись. На вершине Константиновой горы у нас перекус. Кутабы с зеленью и сладкий пирог-сырник. И также чай. Всем приятного аппетита! Немного перекусили, отдохнули. На Шибенсай или еще куда дальше не идем, а возвращаемся по пути подъема, так как у нас там внизу стоит машина. На Константинову гору уже ходили различными путями и с юга, оттуда, и через гору Шибенсай. Ну и третий маршрут, это которым сегодня прошли. Утром шли, горы были чистенькие, город был чистый, без смога, а сейчас уже все накрыло. И город, и в ущелье заполз. Автолюбители обычно говорят, это все из-за отопления, это не автомобили. Но отопительный сезон уже давно закончился. Откуда смог-то? Правда, тоже есть у них аргумент. Суббота, бани топят. Спускаемся к горе 1700 метров. Это означает, что мы уже спустились на 300 метров высоты и прошли полпути, так как эта гора примерно посередине маршрута на Константинову гору. Стало идти намного жарче, так как дело идет к полудню, и душно из-за испарений после дождя, как в джунглях. А пока еще середина мая, еще не лето. А что здесь будет летом? Наконец-то входим в прохладу елового бора. После этой гнетущей жары здесь просто одно удовольствие идти. Первый раз вижу такую яблоню громадную. Сколько же ей лет, интересно. Ого.
гигант среди яблонь. Спустились с Константиновой горы к месту начала маршрута. Здесь уже такая многочисленная тусовка отдыхающих. Всего прошли 6 километров. Очень приятный поход-прогулка. Всем пока. До новых встреч в горах.